Мне, наверное, лет 10 было. Пришел я к другу в гости. А мама его, очень красивая, хорошая женщина, ставит на стол ливерные пирожки. И тоже очень красивые ливерные пирожки. Я ем. А мама моего товарища спрашивает: ну как, Сталик, нравятся тебе мои пирожки? Вкусные? Нас же учили говорить только правду. Я и говорю правду. Нет, невкусные. И мама моего друга так расстроилась. Говорит, я так и знала, что получились суховатыми. Скажите, пожалуйста, вот как мне сейчас попросить прощения у этой женщины? Я знаю один способ. Это программа о вкусной и здоровой пище. И сегодня я, Сталик Ханкишиев, расскажу вам об очень сочных, самых лучших, самых вкусных ливерных пирожках. Зовите мам, зовите тетушек, зовите сестер, зовите бабушек, зовите товарищей женщин. Потому что ливерные пирожки укрепляют силу, молодость, красоту и семейные взаимоотношения. Во-первых, ливерные пирожки, не ливерные. Берите хорошее сало. Я беру курдючное. А вы можете взять такое, какое у вас есть. И нарезайте его. Я думаю, хорошо будет нарезать длинными тонкими брусочками. Думаю, вот столько, граммов 200, самое оно. Как раз хватит. Возможно, кого-то удивит. Даже ливерные пирожки у меня начинаются с курдючного сала из казана. Ну, во-первых, если нет казана и готовите его дома, в обычной квартире, ничего страшного, возьмите сковородочку, либо небольшой казан, сотейник. В общем, что придется. Самое главное, чтобы у вас дома нашлось сало, потому что как сделать ливерные пирожки сочными, ароматными и очень вкусными, чтобы даже дети не капризничали без сала? Я не знаю. Честно скажу. Вот видите, прошло 50 лет, а честность никуда не делась. Нарезаем все остальные продукты. Что пойдет в ливерные пирожки? Ну, разумеется, сам ливер. То, что печень называется, печенка. Могут пойти неплохо и почки, обработайте их как следует. Могут пойти сердечки. У меня бараньи. А можно взять любые другие. Вот легкие лучше порезать кусками и предварительно сварить. Вот эти все желчные протоки, ну то, что потом никогда не прожуется, лучше удалить. Не надейтесь на мясорубку. Лука я рекомендую взять побольше. Это будет, скажем так, узбекские ливерные пирожки с хорошим, правильным вкусом. А шкварки я бы не вынимал. Прямо поверх шкварок весь лук. Раз! Вкусно звучит, казан? Очень вкусно. Режем сердечки. Если внутри есть сгустки крови, лучше их убрать. Но это прямо совсем. Хоть на ВДНХ вези. Абсолютно чистенькое, идеальное баранье сердце. Сердце я бы нарезал несколько тоньше, чем печень, потому что сердце требует более глубокой термообработки. Огонь под казаном должен быть довольно яркий, но не самый максимальный. А вот такие 3 полена будут гореть ровно так, как надо. Да и пока они прогорят, у нас все готово будет. А что здесь готовится? Печень, сердце, легкие уже отварены. Минут 10-15. Но очень важно вкусно пожарить лук. Наши постоянные зрители не хуже меня знают, что означает вкусно пожаренный лук. Вот пока что он еще довольно белый, прозрачный. Это тоже вкусно. Но по-настоящему вкусным он станет тогда, когда зазолотится, когда покраснеет, когда влага из него почти что выйдет. Вот он какой лук. Сейчас вместе с остальными продуктами дойдет и будет то, что надо. Легкие варились, не варились, все равно я их отправлю первыми. Легкие, если слегка пережаришь, они сильно хуже не станут.
Вот, дошла очередь и до сердца. Печень, печенка, еще одна горсть. Посолить, поперчить, 2 раза перемешать, и все готово. Ну вот и все. Печень и сердце готовились минут 6-7, не больше. Этого достаточно. Все вполне готово. Внимание! Лайфхак. Хорошо обработанный, с правильным нагаром казан ни в коем случае нельзя оставлять пустым на огне. Налейте в казан хотя бы 1 большую кассу воды. Так его идеальная поверхность, над которой я трудился столько лет, не испортится, не выгорит. Ну а вот это все. Будущий ливерный фарш необходимо остудить. Прямо как следует остудить. Я как раз успею замесить тесто. Остужать ингредиенты для фарша необходимо, потому что, во-первых, нельзя горячие продукты класть в мясорубку. А во-вторых, жир, который вытапливался из сала, должен застыть. Застыть на поверхности кусочков печени, сердца и самом курдючном сале. Видите, какой фарш? Его хоть час ложкой бери да ешь. Очень вкусный. А чтобы сделать вкусное тесто, вы же наверняка не посмотрели мою прошлогоднюю программу про пирожки. Если пропустили, вот здесь самое оно. А еще можно сделать тесто как на беляши. И будет тоже очень вкусно, очень хорошо. Надеюсь, посмотрели? Что, тоже пропустили? Еще раз. Вот сюда вам! И фарш готов. И тесто, наверное, подошло. Пора лепить пирожки. Тесто подошло, просто на радость. Фарш пускай постоит в сторонке. Стол необходимо смазать маслом. И прямо сюда выкладываем тесто. Промасленными руками разделываем тесто на сочник и раскладываем по столу, чтобы они еще раз немного подошли. Чтобы дрожжевое тесто не остыло и не высохло, накроем его. Противень, на котором будем выпекать пирожки, тоже необходимо смазать маслом. И все, начинаем лепить. Растягиваемся очень по столу, стараясь края сделать как можно потоньше. Примерно вот так. Ну а теперь в центр фарш. Полная столовая ложка. Это более чем достаточно. Собираем края. Придаем форму пирожка и выкладываем на противни достаточно свободно. Необходимо понимать, что пирожки во время выпекания еще увеличатся в объеме. А кроме того, необходимо, чтобы жар вокруг пирожков гулял свободно. Чтобы поверхность пирожков не пересыхала,
смазывайте ее смесью желтка и сливок. Получится очень красиво. Пирожки налепили и печь прогрели. Купол изнутри прогрет до температуры чуть выше 200 градусов. Это хорошо. А снаружи купол прогрет до температуры 150 градусов. Это означает, что пирожки в печи могут простоять целый час, и печь остынет за это время градусов до 170-180. То есть температура будет падать от 200 до 180. Ну а готовность пирожков мы определим по запаху. А что, хотели бы заглянуть внутрь печи? У нас телевидение, у нас все возможно. Пирожки простояли 25 минут. Мне кажется, еще 15 минут постоят, и будет хорошо. Если подавать по-ресторанному, то пирожки подаются в начале обеда с чашечкой бульона. Ну пирожки-то там, господи, боже мой, на один укус. Но если подавать пирожки по-домашнему, скажем, к легкому обеду, либо к ужину, то лучше всего с чаем. Самовар вскипел, заварим. Ну вот и все. Пусть настаивается. Вот как приучили меня в детстве правду говорить, так и говорю, где надо, где не надо. Вот эти пирожки мы испекли в духовке. Дело в том, что в печь 3 противня не поместилось. Но давайте заглянем в печь, какими вышли те пирожки, что испеклись на дровах. Вот они какие, разумеется, с особым печным духом. Ну, полюбуйтесь, ну, сравните, это духовка, а это печь. Так что же теперь, не строить печь, не строить дом? А как же вы получите удовольствие? А что будут вспоминать ваши дети? И дом, и печь в доме обязательно надо построить для того, чтобы получать удовольствие. Для того, чтобы вашим детям было что вспомнить. Для того, чтобы жить в России. Для того, чтобы стоять здесь крепко, на 2 ногах. И готовить настоящие русские пирожки, пироги и другие замечательные блюда. Знаете, пирожки из духовки замечательные. Но вот эти все-таки особые. В них, я вам скажу правду, душа есть. Ну, кому чаю? А пирожок один разломить? Хотите посмотреть, какими они вышли внутри? Ну, идите сюда поближе. Вот уж про эти точно никто не скажет, что они получились сухими. Все будут довольны. Даже самые капризные, самые маленькие будущие сталики. Ха, приятного вам аппетита! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Доброе утро. Здравствуйте. Салам алейкум. Эсенмесис. Пироги любите? А зорбалиш? Зорбалиш, испеченный в дровяной печи. Любите?
Тогда возьмите 1 килограмм белой пшеничной муки. Если у вас есть гуси или утки, получится супер. Если ни гусятины, ни утятины нет, берите говядину, или вот я, например, взял баранину, одним словом, то мясо, которое есть. Мясо должно быть грамм 600-700, этого достаточно. Примерно полкило картошки, примерно полкило лука. А в тесто на килограмм муки добавьте грамм 400 любого кислого молока. Кефир, катек, простокваша. У меня вот и вовсе ряженка. К ряженке добавьте 100 грамм растопленного сливочного масла и 1 яйцо. Больше на килограмм муки не надо. В тесто положите добрую щепоть соли и пол чайной ложечки разрыхлителя. Все. Поставьте замешиваться. Если необходимо, можно в тесто добавить немного воды. Может быть 100 грамм, может быть 150. Вы смотрите, тесто должно получиться чуть мягче, чем на пельмени, но оно должно хорошо держать форму. Тесто замешивается само собой, мы за это время успеем фарш смешать. Итак, на фарш достаточно жирное мясо. Лук грамм 500, не меньше. Иначе вкусно не будет. Ну и картошечка. Вот удивительно. Картошка относительно недавний гость на наших столах. Где-то лет 150, где-то лет 200, как ее начали употреблять. Но ее научились добавлять во все традиционные блюда. И в Узбекистане, например, в манты. И в Татарстане, например, в пирог. И в России, и в Беларуси. Везде и всюду полюбили картошку. Однако, фарш не будет вкусным, если мы его не посолим и не поперчим. Я считаю, что надо взять 2 чайные ложки соли как минимум. Мясо здесь порядком. Черный перчик 1 чайную ложку для аппетита. Перемешаем и пусть постоит. Вы понимаете, что для этого фарша все нарезано. Все нарезано одинаковыми кубиками. Примерно в сантиметр размер. Что картошка, что мясо, что лук, что курдюк. Тесто вымешано просто на 5 с плюсом. Пусть постоит минут 30 на столе, да и фарш за это время подмаринуется. Мясо станет только вкуснее. Немного домесить тесто на столе, чтобы оно собралось в один красивый комок. И этот комок убрать в целлофан минут на 30. И тесто вылежится, станет помягче и получше. И фарш подмаринуется. Мясо будет гораздо вкуснее. Печка топится. Айда тесто раскатывать. Тесто вылежалось, стало очень мягким, очень податливым. Но сначала надо стол подпылить. Тесто необходимо разрезать на 3 очень неравных куска. Первый кусочек пусть будет совсем маленьким. Вот столько теста хватит. Второй кусок пусть будет чуть-чуть покрупнее. Я думаю, что вот столько хватит. Ну а этот кусок необходимо раскатать так, чтобы он улегся вот в эту форму. Да еще чтобы и края свисали. Так что бери, Сталик, скалку. Тесто должно получиться не слишком тонким, но и не слишком толстым. Из теста мы должны слепить как бы казан. Казан, в котором будет выпекаться не просто начинка, а шурпа. Форму смазываю маслом, и тесто не прилипнет, и вкуснее будет.
тесто аккуратно, очень нежно переносим и укладываем в блюдо. Вот, полюбуйтесь, посмотрите. Все получилось как нельзя лучше. А теперь в это тесто перекладываем всю начинку. Начинки получилось довольно много. И это хорошо. Начинку соберите небольшой горкой. Вот так. А еще 3 лавровых листочка. Ну или 4. Дело в том, что мы готовим не просто пирог. Мы ведь внутри теста готовим шурпу. Здесь образуется бульон. А бульону что надо? Бульону нужен лавровый лист. Скорее, скорее раскатать крышечку. Ровненькую, красивенькую, аккуратную. Середина пусть будет потолще. А вот края сочнее необходимо сделать тоненькими-тоненькими. Крышечку пирога ровно туда, куда надо. Ну а теперь края теста подтянуть и слепить, получить одно целое. Через каждые несколько сантиметров на тесте устраиваем складочку. Ну а если тесто не лепится, подсохло, не беда, можно смочить пальцы и все получится. Многие, разумеется, украшают зорбалиш, вырезают из теста листочки, делают всевозможные украшения. А я вам скажу, что самое главное украшение – это вкус, запах и сочность будущего пирога. За сочность отвечает заранее приготовленный бульон. Как же мы нальем бульон внутрь пирога? А вот как! Прямо сейчас надо в тесте проделать небольшую дырочку, ровно посередине, примерно такую же, как мы готовили в беляшах. Видели этот сюжет? Не пропустили? Ну и вот он, наконец, самый маленький кусочек теста. Из него необходимо сделать пробочку для дырочки. Чтобы поверхность пирога сияла и радовала глаз, я смажу его смесью желтка и сливок. Вот так. Красиво? Но еще я не могу удержаться от исполнения своей привычки. Я всю выпечку непременно посыпаю кунжутом и седаной, нигеллой, чернушка, как ее еще называют. Ни в коем случае не путайте нигеллу с луковыми семенами. Нет, это совсем другое. Эх, красота! Ну а теперь дрова расправить, печь подготовить, за кочергу. Пирог зорбалиш очень большой, начинка очень толстая. Чтобы тепло прошло внутрь, чтобы приготовилось и мясо, и картошка, и чтобы лук на зубах не хрустел. Температура в печи слишком высокой не должна быть. 160-170 градусов достаточно на первые 30 минут. Будете готовить в духовке? Тоже выберите температуру 160, 170, максимум 180 градусов, если у вас балиш получился не слишком большой. А через 30 минут печь потихонечку остынет, а вы в духовке потихонечку уберете температуру градусов на 130, на 140, и балиш надо будет накрыть. Можно будет накрыть его, хотите, фольгой, а можно какой-то особой крышкой. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года.
Уже 1,5 часа стоит пирог зорбалиш в печи. Пора достать и налить бульон. О, какая красота! Но этой красоте кое-чего не хватает. Сейчас я вам покажу, сейчас я вам все объясню. Необходимо снять вот эту крышечку и залить через нее бульон. Но я одного не понимаю. Мне нужна консультация от опытных татарских хозяек. Куда наливать бульон, если здесь его и так полно? Ну хорошо, попробуем. Хоть стаканчик горячего бульона поместится? Ну вот и все. Больше не помещается. Снова накрываем крышку. И еще на полчаса пирог в печь. Ну, как самовар? О, отлично кипит. Надо чай заварить, потому что зорбалиш подают либо с бульоном, но, впрочем, в нашем зорбалише бульона вот сколько. А если с бульоном, то с чаем. И непременно 2 стаканчика. Не бывает татары без пары. Эх, чай, чай, пей, не скучай. Ух, какой крепкий! А? Однако пошли балиш доставать. Ох, какой запах! Какой аромат! Какой аромат! Это просто что-то невероятное. Это просто что-то такое, что словами трудно передать. Ну что же, если не хватает слов, значит надо показывать. Я слышал, я знаю. Сначала надо снять крышечку. Вот так, ножом, аккуратненько. Подцепили, где необходимо прорезали. И крышечку, да на тарелочку. А вот теперь раскладываем по тарелкам, по суповым тарелкам, начинку. Потому что начинка очень сочная. Будем есть практически как суп, а тесто в прикуску. На этом можно было бы пожелать приятного аппетита. Но сейчас я хочу обратиться к татарскому народу на татарском языке. Кадрлы минем татар якун туганнарым. Тамлы рецепт үшін рахмат. Саламат, хам бақетле болагыз. Это новая рубрика нашей программы «Кухонные тайны» Сталика Ханкишиева. Посмотрите, что я вам принес. Горшочки, любимцы всех домохозяек. Но помимо горшочков у меня здесь есть особая баночка. Баночка с застывшим зирваком. Готовил плов. Специально положил чуть больше мяса, чуть-чуть больше лука, чуть-чуть больше моркови и 1 головку чеснока. Отложил в банку и убрал ее в холодильник. На потом. И вот этот день настал. Допустим, внезапно пришли гости. Допустим, просто торопимся и некогда готовить по-настоящему. От начала и до самого конца. Достаем баночку из холодильника и ставим ее либо в микроволновую печь, либо в горячую воду, чтобы жир растаял. И пока зирвак подогревается, необходимо промыть рис. Берем по 100 грамм риса на едока. 100 грамм риса поместится в 1 полулитровый горшочек. И теперь все очень просто. Мясо, морковку и жир раскладываем поровну по горшочкам.
Поверх зирвака ровно по 100 грамм риса. Рис я взвешивал, когда он был сухим. Но после промывки, после замачивания он набрал в себя воду. И сейчас это уже 130, может быть даже 140 грамм очень хорошего риса. Понимаете, да, что каждый горшочек это ровно одна порция. А на одну порцию, 2-3 зубчика чеснока будет в самый раз. Как раз на одного едока. Ну и кому надо, тому перчик. Зирвак соленый, его было 200 грамм. Риса я насыпаю 100 грамм. И выпьет он еще 120 грамм воды. 220 грамм еды требуют хорошей щепоти соли. Иначе рис будет невкусным. Ну и заливаем водой, так, чтобы покрыло. То есть все примерно так же, как в обычном плове. Но на этом моя работа закончена. Потому что сейчас я понесу эти горшочки в печь, а вы в духовку, разогретую на 200 градусов. Горшочки следует поставить в стороне от углей. Но это я говорю вам на случай, если вы когда-нибудь построите для себя печь, для того, чтобы получать огромное удовольствие. И пусть они постоят ровно 40 минут. Всего за 40 минут плов будет полностью готов. Ну все, вот он, момент истины. Эх, перчик, перчик зажарился, зарумянился. Да и рис сверху. Я хочу показать вам, каким сверху получился рис. Рис буквально запекся. И мне кажется, что это очень хорошо, очень вкусно. Ну а каков рис там, внизу, внутри? Здесь сверху получилось нечто вроде казмаха. Пересыпем, полюбуемся, посмотрим. Ха-ха. А внутри-то рисень как рисеньки. А внутри-то плов лучше не придумать. Следующий горшочек. Перчик в сторонку. Мне интересно, каким получился этот запеченный перец. Ну и выкладываем рис. Отлично, и второй горшок. Браво! Супер идея. Супер идея. Знаете, вообще нормальные умные люди такими идеями не делятся. Нормальные бизнесмены на таких идеях деньги зарабатывают. Ведь изначально у нас был обычный плов. Блюдо, скажем так, для чайханы, для харчевни. Пришел кто-нибудь покушать, говорит, что у вас есть? У нас плов есть. Вот казан только что открыли 2 часа назад. Ну, человек и ест из этого казана. На самом деле, если говорить о ресторане, то каждая порция должна готовиться отдельно. Одному человеку перец нельзя, другой чеснок не хочет. У третьего от лука аллергия. Но это я шучу. На самом деле, ведь можно готовить с разными сортами риса, с разными крупами, с тем же самым булгуром, с гречкой и так далее. Заготовка одна – зирвак. А дальше какой хочешь сорт риса, какие хочешь добавки. Один говорит, изюм дай, второй говорит, я без гороха плов не ем. Так вот, плов на любой вкус и всегда свежий, всегда приготовленный индивидуально. Всего лишь навсего за 40 минут, пока гости за столом посидят, салатиками побалуются, либо чаем желудок прополоскают. Вот тут-то тебе плов и готов. Подаешь гостям плов и говоришь, приятного вам аппетита!